Сергей Владимирович – это смех, радость, веселье, удовольствие общения. Я много бывала с ним в поездках самых разных. И вообще вот сейчас слушала и думала, перебираю. У меня, наверное, получилась бы книжка. Ни в коем случае не книга вот, из жизни замечательных людей. Это надо все ваше детство и взрослые изучать. А вот книга о смешном, прекрасном, драматическом и часто трагическом Михалкове. Я знаю, о чем говорю. Я очень любила Наталью Петровну. Думаю, что это был добрый душа дома. Он однажды говорит, сидели мы всегда, где оказывались на всяких скучных вот совещаниях, рядом. Он меня звал, и вообще у меня был чин. Любимая женщина, не любовница. Но он почему-то называл меня старуха. С самого первого дня. Моя первая книжечка «Льняная луна», первая рецензия на нее была в литературной газете, и Михалков, он меня не знал, я его знала. Он просто, ему попалось он вытащил, посмотрел, почитал и написал. Вот с этого, собственно, началось его знакомство со мной. И когда мы с ним вот так вот встретились в таком вот месте, в президиуме, он сказал мне: «О, старуха, ты, оказывается, симпатичная. Если бы я знал, я бы побольше написал». И с этого дня начались какие-то отношения вечно со смехом, с радостью. Он много рассказывал и о детях, и о внуках, как это вот все происходило. Он был невероятно добрым человеком. Мне не надо было от Михалкова ни квартиры, ни дачи, ни машины, ничего. Но людям, которые были вокруг меня, было нужно. И я вечно бегала за ним, ловила его, и он подписывал бумажки. Он подписывал их не глядя. Я говорю, ну хоть бы посмотрел бы, что это. Мы были на «ты». Но он мог сказать совершенно ужасную вещь. На его 95-летие я пришла за сцену с цветами. Я первому мужчине, которому я подарила цветы, первым мужчиной был Михалков. Я не люблю дарить цветы, а тут мне почему-то захотелось что-то ему сказать такое, что, вот этими цветами. Сама не знаю что. И что вы думаете? Жена стоит, Юля, все прилично, сидят люди, здороваемся. И он вдруг кричит мне: старуха, ты понимаешь, 95, а хочется. И дальше было слово. Вот вам Сергей Владимирович, который может то, чего не может никто. Рассказывает. Представляешь, приезжаем на дачу. Обед. Полный стол народу. 40 человек. Все родственники. Не знаю, кто такие. И в этом тоже он прекрасно все знает. Но вот ему хотелось так. Это широта, бесконечная доброта. Причем многие люди, которым он, вернее, мне подписывал их благо на этих бумажках, потом неоднократно говорили о нем какие-нибудь гадости. И когда я что-то так выразилась по этому поводу, он сказал: да не надо, пусть, посмотри, какая она некрасивая, ее так жалко, пусть говорит. Я помню, когда он мне звонил несколько раз и просил за кого-то, за писателей молодых особенно. И однажды он мне позвонил, он говорит: слушай, Андрюша, я его звал на «вы», Сергей Владимирович, а он меня Андрюша всегда называл. Он говорит: слушай, я прочитал такую рукопись интересную Юрия Полякова. Сейчас скажу. Чего-то до приказа, да? Да-да-да, 100 дней до приказа. Это о дедовщине в армии в советской, еще советские времена были. Это запрещенная была тема, напрочь цензурой. То есть эту тему даже нельзя было поднимать. Он говорит: ты знаешь, я прочитал эту повесть, слушай,
ну, напечатай его. Я говорю, Сергей Владимирович, а Юра Поляков, мы его напечатали ЧП районного масштаба, где он раздраконил комсомол. Я говорю, и он прекрасно знает дорогу, журнал, пусть придет. Он пришел, мы напечатали. То есть он, понимаете, он беспокоился вот о литературе, о людях талантливых, он им помогал. Он иногда даже, они, может, не знали, что он помогал. Может, даже Юра Поляков и не знал, что звонил мне Сергей Владимирович Михалков. И в то же время, понимаете, это был человек принципов, потому что вот то, что он говорил, то, что он делал, он в это верил, и он знал, что вот он такой. И он никогда не сидел между двух стульев, он всегда сидел на одном стуле, если даже этот стул кому-то не нравился, и своими ножками на кого-то, как говорится, наступал, он так считал, он так думал, он так верил, он таким был. Вот. И я помню, был вечер в Центральном доме литераторов. Ну, вы все знаете, какой он был человек, не только добрый, в нем было чувство юмора, невероятное совершенно. Я мог рассказывать вам много, но я вам только один пример приведу. Значит, мы сидели с ним рядом в доме литераторов, и весь зал был заполнен депутатами, делегатами съезда. Не помню какого, то ли профсоюзного, то ли какого-то другого. Вот, и выступали знаменитые писатели, мы с ним сидели рядом. Вот, он мне говорит, слушай, Андрюш, ты знаешь, они из заседания пришли, они, по-моему, устали, не знаю как. Тут всякие стихи читают, там рассказы. Вот я сейчас тебе расскажу одну историю, которая со мной произошла. И я хочу ее рассказать, если ты скажешь, что это стоит, и я расскажу. И рассказал историю. Это было потом лучшее выступление, кстати сказать, в этой ситуации. Был пленум Союза писателей Российской Федерации, и я, говорит, как секретарь Союза, мы поехали в один из провинциальных городков, может быть, это Самара была, может, какой-то другой, я сейчас не помню, в Россию, в глубинку. И собрался в драматическом театре огромное количество людей вот на этот пленум. И я, говорит, выхожу, сидит президиум, я выхожу в трибуну, кладу доклад и говорю, товарищи, и в этот момент там рабочие сцены то ли пьяный был, то ли случайно, он нажал какую-то кнопку, и сцена с президиум уехала за кулисы. Я говорю, ну и что? Ну, Андрюша, самое страшное было потом. Я говорю, а что потом? А потом мы вернулись. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну объявили перерыв. Я говорю, Сергей Иванович, расскажите это. И вот он выступил, рассказал это. Он вообще был удивительный человек. Я не буду называть фамилию поэта, которого он критиковал, сидел рядом со мной на пленуме уже в Москве. Вот. И он его критиковал, и тот вскочил и сказал, товарищ Михалков, советский времена были, товарищ Михалков за такие вещи раньше вызывали к барьеру. Он ни секунды не задумывался, сказал, а я, между прочим, дворянин, и с кем попало не стреляюсь. Понимаете, вот это... это я помню. Да. И, понимаете, он был человек, который всегда придет на помощь, даже когда ты не просишь, потому что он чувствует, что в этот момент надо кому-то помочь. Он однажды мне позвонил и говорит, слушай, ты не напишешь предисловие к моей книге? Я говорю, ну, почту как-то за честь, конечно, Сергей Владимирович. Я написал, вышла книга с моим предисловием. Он мне потом опять позвонил к другой книге. Я понял, что понравилось, мне было приятно. Понимаете, это человек, который понимал, что он значит в этой жизни, что он значит в литературе. И он, это свой авторитет и влияние, он как-то без показухи, он его употреблял для того, чтобы кому-то помочь. Он очень многим помог, очень многим. Мне даже не верится, что вот 100 лет будет. Он для меня всю жизнь был молодой. Молодой, потому что человек с таким чувством юмора, человек, который столько сделал для литературы, мало сказать. Саш, вот 40 фильмов, сценарий 40 фильмов. А пьеса «Раки», спектакль «Раки» по его пьесе, выдержал 5000 показов. А на его стихи писали музыку Шостакович, Островский, Петров, Блантер, Шаинский, Тухманов. Ну, то есть, вы понимаете, все лучшие композиторы писали на его стихи песни, они были замечательные, эти песни. Я должен сказать, что он всегда был человеком цельным во всем. Вот можно не соглашаться, можно спорить, можно ругаться, но если вот он так считал, он так считал. И с этим считались, потому что это был невероятно авторитетный человек. Я думаю, что такого второго писателя в нашей стране нет и не было. Он единственный, и я
склоняю голову перед его памятью и знаю, что пройдут многие-многие годы, и его будут читать, читать и читать. Шутка сказать, тиражи его книг сейчас 300 миллионов. 300 миллионов экземпляров. Это говорит о многом.